Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал, это морской влог. Сегодня будем идти в порт и пойду в город, прогуляюсь, посмотрим, что там продают интересного. Там также есть антикварные магазины, зайдем и туда. Погнали! Вы спрашивали, что у нас по десертам обычно, что я готовлю. Вот сегодня, например, вот такой вот медовик. Так что, если хотите рецепт, напишите «Сделай рецепт медовика» в комментариях. И дам вам рецепт. Получились обалденные коржи и самый простой крем, но очень вкусный. Быстро, просто и вкусно, как я люблю. Обед уже закончился, я уже все помыл. Сказали, что медовик просто восхитительный, еще 4 человека не ело. Они обычно часа 3 берут десерт, но это очень опасно, потому что он может до 3 часов не дожить. Его сейчас просто сметут те, которые уже попробовали. Экипаж сказал, что просто бомбический медовик, и чтобы я его готовил каждый день. Но это они еще мой Наполеон не пробовали. Я уже, короче, все убрал, обед закончился. Буду идти переодеваться и в свободное от работы время пойду в город прогуляюсь. Ну что, я уже вышел, вот иду в город. Давайте отвечу пока на несколько вопросов. Первый вопрос. Приветствую. Готовишь ли праздничный стол, торт и другое, если у кого-то в команде день рождения или в период вахты какой-то праздник? Много таких комментариев видел, и по этому вопросу скажу так. Конечно, что если, допустим, день рождения у человека, я делаю какой-то праздничный торт, могу даже его подписать, либо сделать распечатку с его именем, фамилией, там, красивую картинку распечатать и вставить в торт. Это все происходит как дома, так и на борту. Мы отмечаем праздники, дни рождения. Конечно, это происходит без алкоголя, без каких-то там гулянок до утра и так далее. Если, допустим, это день рождения, то все поздравили. Бывает, что выставляют там, допустим, кока-колу, какие-то там шоколадки. Ну, в основном это либо там на торговом флоте, либо на больших судах, или в какой-то там дружеской атмосфере, когда вы уже давно работаете, знаете. Чаще всего просто повар делает праздничный торт, и все. Все поздравляют именинника, и на этом как бы рабочий день продолжается. По поводу праздников, да, праздничные столы на Рождество, на Новый год и на другие праздники. Моряки тоже их отмечают. Праздничный стол бывает даже такого масштаба, что не всегда дома у большинства семей такие столы на Новый год, например. То есть готовится там, ну, может быть, и 50 разных блюд, может быть и больше, но тоже в зависимости от бюджета на человека в день. Бывает даже дополнительная заявка дается и дополнительная сумма на заказ именно там Новый год, например, на Крисмас, да. На Новый год мы готовили там тоже несколько десертов, холодные закуски, горячие закуски, блюда основные, запекали и поросенка, и индейку, и говядину бенедикт делали. То есть очень разнообразное меню, и креветки, и устрицы, и мидии, то есть много чего было. Не думайте, что моряки ничего не празднуют, это все есть. От компании к компании это может как-то отличаться по ассортименту, но всегда повара пытаются выкрутиться с этого и сделать максимально праздничное настроение для людей, для своего экипажа, потому что рутинную работу надо разбавлять, потому что каждый день одно и то же.
А когда ты приходишь, и у тебя, допустим, какое-то интересное блюдо, какой-то там красочный десерт вкусный, или какие-то там закусочки, там канапешки, еще что-то, но это поднимает настроение, и человек как бы с приподнятым настроением идет работать уже дальше и распространять это хорошее настроение. Как бы и работа проходит быстрее, и проще все, и отношения у экипажа бесконфликтные. Праздники мы тоже проводим очень даже весело. И это не обязательно должно быть с алкоголем. Второй вопрос. Привет, Руслан, спасибо за интересное видео. Интересно, когда делаешь заявку, заказываешь продукты определенной марки или что пришлют? Ведь качество имеет значение. Чаще всего, почти везде привозят поставщики, что у них есть. Сколько я не сталкивался с этим, ты пытаешься писать какую-то, например, марку, какой-то бренд определенный того или иного продукта, но мало того, что привозят то, что им надо спихнуть, так еще и бывает неподлежащего качества. С этим повара всегда борются, капитаны с этим борются. Это такая судовая жизнь, то есть. Поэтому и повара чаще всего импровизируют, интерпретируют блюдо под себя, под ситуацию, под количество или качество ингредиентов. Понятное дело, что с плохого качества ты не будешь готовить, если оно испорчено. Но если приходит не премиум качество, а, допустим, средний сегмент или прям дешевый, ты уже начинаешь как-то выдумывать и выкручиваться с этой ситуации, чтобы как-то это все вывести на нужный уровень и не давать лишь бы что, а давать прям полноценные вкусные блюда. Так что вот так и работаем. Доброго времени суток, Руслан. Скажи, какая сумма на человека в день? И нужно ли знание английского языка, чтобы работать как вы? Смотрите, у нас было изначально 8.40 на человека в день, затем сделали 9.50 и сейчас подняли до 10.50. То есть на данный момент сумма на человека в день это 10.50 евро. По поводу английского, английский надо знать хотя бы на уровне своей профессии, потому что заявка у меня на английском, все продукты на английском. Если, допустим, представитель компании приедет на судно и захочет с тобой поговорить, просто как дела, чем занимаешься, что тебя беспокоит, и ты ему будешь стоять и мэкать, не думаю, что тебя будут дальше держать на судне с микс экипажем, потому что ты можешь, скажем так, и по сейфти не знать необходимых нюансов, и наткнуться, и запороть какие-то моменты, потому что офицеры бывают и как и русскоговорящие, так и англоговорящие. И если, допустим, это англоговорящая, у тебя какая-то экстренная ситуация, ты же должен доложить о ней на мост. Там тот же пожар, например, или какой-то инцидент. А если ты не будешь знать, должным образом английский, как обратиться, допустим, даже и сказать, элементарно, что у тебя произошло, то тут, скажем так, до добра не доведет. Для того, чтобы зарабатывать уже не там, свыше 1500, например, долларов в месяц. Смотрите, просто, допустим, без знания английского, я думаю, что можно работать смело поваром на торговом флоте с русскоговорящим экипажем, за 2,5-2,200, я думаю, максимум. Если зарабатывать больше, то, знание английского необходимо, потому что ты как бы и собеседование проходишь с офисом на английском. Они спрашивают у тебя нюансы работы, компетентность в твоей сфере и твои должностные обязанности. Могут спросить просто, допустим, расскажи нам какой-то рецепт, расскажи нам, как называется, например, там сковородка или кастрюля, или как будет буряк на английском. Просто человек может спросить все, что угодно, а если ты, допустим, начнешь мэкать, либо замалчиваться, либо там one moment, то тебя дальше никто не будет слушать. Надо, если вы, допустим, даже стесняетесь или переживаете в этом плане, просто говорите.
услышали знакомое слово, например, да, когда вам что-то спрашивают у вас, ну, на собеседовании я имею в виду. Просто отвечайте по сути. Можно развернуто, например, там, если у вас спрашивают, что вы любите готовить, или расскажите мне самое любимое блюдо, вы начинаете там, вот, в детстве я готовил, например, вот то-то, то-то. Я помню, мне готовили то-то, то-то. Я сейчас вот делаю вот такой вот рецепт. Чаще всего там на обед, на ужин я готовлю такое. И просто разговаривайте, потому что офис не только смотрит на ваш уровень английского, он еще сравнивает его с вашим опытом. И если, допустим, у вас будет там большой, огромный опыт, а вы ничего не можете там 2 слова связать, то ну, явно, что тут что-то не так. Вот. Взял вот такой вот набор для суши. Сделаю ребятам суши. Вот. Разнообразить надо же как-нибудь рацион. Смотрите, я такого ни разу не видел. Это борщ. Мивина борщ со свеклой. Я должен это попробовать. Сделать обзор, напишите в комментариях. Смотрите, тут есть помидоры, а есть с маринованными огурцами. Это вообще обалдеть. Ну это как рассольник получается, что ли? Или как солянка. Только без мяса. Надо попробовать тоже. Тут есть такой магазин интересный с бэушной техникой. Там продают ноутбуки, телефоны, часы даже, игры. Сейчас посмотрим. Такие вот вещи тут продают. Часы интересные, конечно, ценник. С ума сойти. Тоже на PlayStation, на 3-ю, на Nintendo игры разные. По 5 евро. На Wii. По десятке. Люди в черном. Марио за 20-ку. И 5-й PlayStation. 800 евро. Nintendo Switch. Джойстики разные. PlayStation. Вон PlayStation. Nintendo Wii. 4-я прошка. Switch Lite. Ну, цены, я вам скажу, как на eBay. То есть довольно такие высокие. Вот Покемон.
всякие разные. Как и винтажные игры и приставки, так и современные. Тоже техника, вон Olympus. 250 евро. Sony FDR AX53 550 евро. Класс. Вот такие тут улочки красивые. У них, видите, если вы заметили, то штор почти нет. И все окна открыты. Это все сделано для того, чтобы у них по закону, насколько я знаю, окна должны быть открыты, чтобы полицейский в случае чего мог подойти и заглянуть и проверить, все ли в порядке там или нет. Также смотрите, какое здание красивое. Тут прям предметы для декора, для дома, игры, разная дребедень. Здравствуйте. Игрушки. Чем они пройти тут? И разный хлам. Посуда, фигурки. В основном китайщина всякая. Типа Алиэкспресса. В этом нету ничего интересного, идем в следующий. Тут уже поинтересней. Тут и посуда разная, и часы, и ювелирные изделия. Тут можно повыбирать уже. Это просто китайщина. Уже ювелирка. Но цены, конечно, капец.
Вот такая вспышка за 4 евро. Но за нее доставка будет дороже стоить. Она в проданных 20 евро стоит. Не знаю. Наверное, не буду брать. Такая тренога. Тоже тяжелая. Маркировок нету никаких. Вот. Вот она. Тоже боюсь. $20. 30, 20. Не то. А вот здесь вот прям винтаж. Тут интересные предметы. Смотри, тут интересно, вот серебряные кошелечки. 35 евро. Hello. Уже, да. Вот тарелочка для панкейков. Да. Да, но его не увезти. 150 евро. Что, 50 евро? 150. Ну это прям да. Ты посмотри, это интересно. Скачать просто. Телескоп. А что это за фирма вообще? Мы ж не знаем, что попадает или нет. Сколько там линз не Потому хватает. что в 2 раза зарплату дали. Ну, тут надо фирму смотреть. Ну, по 600 они. 100. 250 вот такой же. Такой же 250. Во, видишь? А вот он стоит. Тебе можно две сумки. По 20 кило каждый. Распилить его. У тебя, да, что за фигня? Знаешь? Таблетницы. Вот это винтажик. Обалдеть. Махина 120 евро такая. Протерли бы хотя бы. Пыли все. Nikon F80. Ничего интересного не нашел. Все очень дорого, либо нерабочие. За фотоаппарат они хотели 45 евро, но он не включается, он весь липкий, так что пошли дальше гулять. Что, погнали искать что-то ценное? Я думаю, что здесь, скорее всего, вот такой вот фурнитура. Ну, не только, тут и утварь разная, смотри, и драгоценности, тут много чего. Я посмотрел по интернету, если гитара 17,50, но надо на суд. О, смотри. Сколько такое? Ави у меня есть, 20 евро. Xbox, смотри, за 20 евро. Вот этот, смотри, 7,50, это набор 28, прикольно, смотри, с этими вот, с ракетками. Ну, у тебя есть Wii? У меня есть, но я, блин, это большая. Xbox есть за 20 евро. Можем игрухи тут посмотреть.
А вот на каком-то проходе был, у нас такие в каждой каюте висели. Да, кстати, да. 20 евро сегодня? 20 евро. Что тут ценного есть? Одни я увидел, А, но они развернуты не в ту сторону, поэтому я не могу их определить. Вот эти. ну. Это какая-то Китай. Китай, да? Да, там эти вот не дополнительные циферблаты, а наклейки. Вот это что? Это что-то серьезное. Какой-то Это Айман Квелл. Анни Кляйн, типа. Нет, тоже не то. Испания. Nee, kilo die gingen niet meer toe. Dan zeggen ze, als je een vriezer verkocht heb je nog wat? Ja, 9 kilo. Ze 9 kilo koelkast. Hé, hey, was voor je. Mais il y a quoi? Où est la différence? Hein? Mais et ça, c'est pas grand, c'est toutes les t-shirts. Non, ça c'est. Non, ça c'est. Non, shampoing. C'est le gel. Ah, douche gel. Ну, какие-то часы. Low Vision Design. Игры. PlayStation 3. Xbox. Смотрите, такой коктейльный микс с набора из маленьких шотов, разные коктейли. Прикольно. На подарок такой интересный набор. 13 евро. Прикольно, так необычно. Ну, смотрите, еще набор такой из 4 огненных соусов. Чесночный, халапеньо, диабло и экстрим. За 9 евро. И набор соусов для тако. Все, время подходит к 3 часам, поэтому пора возвращаться на судно, готовить ужин. Прогулка удалась, время провели, воздухом подышали, на людей посмотрели, пора и работать. Все, переоделся, погнал работать. Мяско уже почти готово, оно у меня запекалось 4 часа при 166 градусах. Тут у меня говядина. Сейчас промою, поставлю рис, также в духовку. По моему способу, я его показывал в этом видео. Что еще? Сегодня будет мидии. В говядине сделаю пасту со шпинатом и сливками. Вот. Посмотрим, что там у нас с говядинкой. Кстати, бумагу я сверху ложу для того, чтобы не пригорала фольга к мясу. Вот видите, что происходит? То есть она прогорает и остаются частички металла на продукте. И для этого я кладу еще сверху бумагу.
отлично. Просто рассыпается. Ну, я так частенько делаю, мясо ставлю себе после обеда на 4 часа, оно себе запекается, получается просто нежнейшее. А до этого сутки мариную, там уже по вкусу, как хотите, там соль, перец, приправы какие хотите, либо добавить можно зеленухи, там орегано, кориандр, например, либо базилик и там, соевый соус. Также там чесночок можно добавить, либо проткнуть мясо и вставить в отверстие по зубчику чесночка, будет тоже бомбически. Вот так вот. А здесь у меня, кстати, остывает куриный бульон. С обеда сварил для соусов. Ну и так далее. На всякий случай. Это натуральный усилитель вкуса. Тем более это лучше, чем просто воду добавлять, например, куда-то. Так, мясо должно немного отдохнуть, чтобы получилось еще сочнее. Поэтому сейчас оно полежит где-то полчасика. И я его потом буду нарезать уже и подавать. Пока сделаю все гарниры и подготовлюсь к ужину. И еще будет салатик с красной капустой, морковкой, чесночком и майонезом. Так, вот заправил мидии устричным соусом, чесноком, соевым соусом, паприкой и базилик с орегано. Поставил воду на макароны и сейчас сделаю соус. Так, а с соусом наливаем в кастрюльку масло, закидываю лучок и обжариваю его. Обжариваю слегка так до золотистого цвета, затем залью сливки, молоко и буду добавлять уже замороженный шпинат. Потом доводить до вкуса соль, перец, чесночок добавлю и получится этот соус. А после того, как сварятся макароны, я добавлю их просто сюда, замешаю, оно закипит, чуть впитает и буду снимать и подавать. Так, сильно не зажариваю, так вот слегка подрумянил. Можно добавлять сливки. Так, теперь молока чуть-чуть. Надо разбавить. Теперь доложу это все до кипения, чтобы сливки разошлись. Все отлично прогрелось. Теперь добавил шпинат. Сейчас он разойдется тоже. Буду заправлять соль, перец, чеснок. Так, макарохи. Думаю, возьму перья. Пене. Где-то 1,5 упаковки будет достаточно. Потому что с соусом они прям улетают. Шпинат уже почти разошелся весь. Красота. А запах. Просто замечательно. Еще уже в конце, после приготовления, добавлю сливочное масло, столовую ложку, чтобы выровнять вкус. Так, все, я думаю, он уже зашел сюда. Буду заправлять. Соль, перец. Чесночок. Друзья, чеснок я делаю, перебиваю его в блендере. Закидываю зубчики чеснока, заливаю их полностью растительным маслом и просто перебиваю до нужного мне состояния. Смотрите, говядинку уже нарезал. Просто тает. Я таким методом готовлю очень часто, потому что мясо всегда разное, но говядина за 4 часа при 166 градусах получается просто мягчайшая. Дома я, допустим, готовлю при 180, поэтому попробуйте, напишите потом, как у вас получилось.
прошел удачно, все довольны, все сыты. Для тех, кто первый раз на канале, скажу, что я работаю на PSV, Platform Supply Vessel. Мы снабжаем нефтяные вышки. Кормлю я 11 человек. Работаю я в Северном море. Буду уже замываться. С вами был Руслан, канал Вишняков Kitchen. Готовьте со вкусом, друзья. И до встречи в новом видео.